Нашего сыночка зовут Богдан. Так получилось, что на 20-й неделе у меня началось кровотечение. Вот. И я легла в больницу, где мне сказали, что у меня пролоббирование плодного пузыря. Врачи успокаивали меня тем, что если ребенок умрет, это будет к лучшему, потому что в таком состоянии ребенок родится глубоким инвалидом. На 23-й неделе гестации дети глубоко недоношенные, и у них большие последствия. Сыночек у меня родился глубоко недоношенный, в тяжелом состоянии. Дышать он не мог абсолютно. Реаниматологи его сразу забрали в детскую реанимацию. Прошло некоторое время, 5 часов, я смогла прийти к нему. И увидев своего ребенка в реанимации, в кувезике, у меня подкосились ноги. Я не знала, о чем, как это такое возможно, что действительно живой, здоровый ребеночек, просто очень-очень маленький. У него есть все, и ручки, и ножки, и пальчики. Но он глубоко недоношен, он очень маленький. Он весил у нас 730 грамм. У него даже не было глаз. У него зрачки развивались только через 2 недели после родов. Когда он открыл первый раз глаза, они у него были беленькие. И зрачки они появились только через 2 недели. У недоношенных детей 4 основные проблемы. Первое – это значит дисплазия, от которых в основном дети и умирают. Дисплазия легочных путей. То есть это в основном те обструктивные бронхиты, которые заканчиваются апноэ, то есть остановкой дыхания. Это проблема с глазами, то есть дети становятся в основном слепые, если не сделать операцию, то есть ретинопатия. Это детский церебральный паралич, и это отставание в умственном развитии. Вот эти все 4 симптома и создают тяжесть состояния при недоношенности. Значит, с ретинопатией разбираются хирурги в специализированных клиниках. Я же разбираюсь со всеми 3 остальными проблемами. Мы в больницах, полностью наш ребенок в больницах 2,5 месяца он пробыл в реанимациях, и 2 месяца он пробыл просто на этапе выхаживания. Мы пролежали в детской реанимации в 17-го роддома месяц, после чего нас отправили в Филатовскую больницу тоже в реанимацию. В реанимации мы тоже пролежали месяц, и наконец-таки у нас ребеночка сняли с ИВЛ, перевели его на кислородную масочку. Потом у нас перевели на 2-й этап выхаживания. Мы должны были самостоятельно научиться кушать, не через зонд, а самостоятельно сосать бутылочку и самостоятельно дышать без всякой помощи, поддержки кислорода и набрать вес. Только в Морозовской больнице я смогла лежать с ребенком вместе. В Филатовской мне не разрешали, у нас там нет таких услуг. И когда я находилась с ним рядом, я уже помогала ему, его кормила через сосочку, он постепенно привык к этому всему. И мы быстренько набрали там вес до 2 килограмма 100, и нас выписали домой. При выписке врач нам сказала, что мамочка, не радуйтесь, ваше испытание только начинается, потому что впереди вас ждет долгая и длительная реабилитация. Когда я пришел делать процедуры Богданчику, то первое, что было заметно, это то, что ручки и ножки практически не двигались, находились в каком-то определенном состоянии, и были постоянно бронхиты. У Богдана были серьезные хрипы. По ночам мы боялись засыпать, спать, потому что думали, что мы сейчас проснемся, он не дышит. У нас был специальный аппарат, который отслеживал дыхание. Если вдруг какая-то была задержка, он начинал пищать. Давайте разберем, в принципе, из-за чего бронхиты возникают. Бронхиты возникают из-за того, что межреберные мышцы не могут полностью двигаться. То есть это не только проблема ручек и ножек, а это как раз бронхит, это и есть проблема детского церебрального паралича. То есть паралич не только в ручках и ножках, в спинке, но и паралич в межреберных мышцах. Межреберные мышцы полностью не могут растянуться, соответственно, альвеолки полностью не могут открыться, то есть там получается половина кислорода есть, половина кислорода нет. Там, где нет кислорода, там возникает воспаление. Как только мы стали делать, через какой-то промежуток времени межреберные мышцы стали растягиваться, дыхание стало полное, и прошли бронхиты. Мы приехали домой, все было хорошо, мы ребеночка отвазциквили, и потом, со временем, пройдя там 2 недельки, я поняла, что он у меня плохо кушает. Он меня все, что скушает, он срыгивает фонтанами. Но врачи сказали, что из-за того, что ребенок глубоко недоношенный, у него такая реакция, он не может перерабатывать эту пищу. У нас были жуткие хрипы. Как только мы начали делать процедуры, у нас все прошло. У нас ребеночек перестал часто болеть, он правильно начал дышать, он стал правильно кушать. Вплоть до этого, что он раньше все срыгивал фонтанами без конца.
Через 2-3 месяца наших процедур с Николаем Борисовичем мы начали нормально уже перерабатывать пищу. Срыгивание. Значит, срыгивание появляется тогда, когда происходит сокращение мышцы желудка. То есть желудок это состоит из мышц. Пищевод наш тоже состоит из мышц. Везде проблемы были. У недоношенных детей проблемы везде с мышцами, в том числе и с мышцами желудка, в том числе и с мышцами пищевода. По мере того, как стали удлиняться межреберные мышцы, как стали удлиняться мышцы ручек, ножек, мышцы спинки, мышцы желудка и пищевода. Поэтому и прошел тот симптом срыгивания, который был у Богданчика. И после того, как проходит этот момент срыгивания, то, соответственно, ребенок, ему даже есть становится комфортно. Когда нас выписали из Морозовской больницы, мы приехали домой, вот как бы я много увидела непонятных для меня вещей, которые я раньше не понимала. У нас у ребеночка был дикий, был тремор. У него ручки как бы и ножки постоянно давали тремор. В течение дня 2-3-4 раза в день. У нас как бы одновременно вот так вот ходуном ходили две ручки или 2 ножки. Когда мы говорим о треморе, то есть тремор это тогда, когда опять же, мышцы не могут полностью растянуться, они то растягиваются, то быстро сокращаются, то растягиваются, то быстро сокращаются. Это никакое не имеет отношения к судорогам, хотя все родители в основном называют это судорогами. Поэтому, когда мы стали делать, опять же, процедуру, я стал делать процедуру Богданчику, этот тремор стал проходить. Это еще раз говорит о том, что отношение к головному мозгу это прямого не имеет. Время шло, а Богдашечка, он не менялся, он как лежал, так и лежал, мы ходили по неврологам. У нас 3-4 раза в неделю мы ездили к врачам. К неврологу мы приезжали, нам врачи говорили, что, понимаете, мама, вы, говорит, глубоко недоношенные, что вы хотите от своего ребенка? Хорошо, никто мне не говорил. Меня только мне говорили, что инвалид. Инвалид, как бы глубокий инвалид. Эти слова меня пугали, я спряталась под одеяло, я плакала очень много, у меня была очень сильная депрессия, я не хотела жить, я хотела просто закрыться в своем домике, никуда не ходить, и вообще я думала, я больше никогда смеяться не буду, улыбаться не буду. Я просто не могла понять, что мой ребенок будет инвалид, я не хотела этого. Но я все равно не падала духом, я понимала, что надо все равно искать. Мы начали делать массаж, к нам приходил массажист, делать в течение 3 месяцев массаж, но результата не было видно, потому что как был Богдашка, он нам было 9 месяцев, он у нас не переворачивался, он у нас не сидел, но все говорили, скорректированный возраст, но все равно видно было, что большая задержка во всем, большая задержка. И когда я ходила у нас здесь в Долгопрудном к нашему неврологу, невролог, последний раз, когда я к ней пошла, это был последний мой визит у нас в Долгопрудном невролога, она меня довела до истерики. У меня был приступ. Я вышла от невролога, и я не знала, что мне делать, потому что мне было сказано, что все, что снимите, мама, розовые очки, и хватит тут ныть, потому что это, говорит, вам надо просто принять то, что есть. Мы последний раз тоже были, когда 9 месяцев, они сказали, что в 9 месяцев мы не ставим детский церебральный паралич, давайте вы к нам придете в 1-2, говорит, и будете получать инвалидность. Проблема детского церебрального паралича – это не проблема головного мозга, как все считают, потому что проблема головного мозга, да, она была внутриутробна. Но за тот промежуток времени, который проходит, то есть головной мозг начинает работать. Он работает, но с чем он сталкивается? С тем, что мышцы в результате того, что что-то там произошло с головным мозгом, гормональная система среагировала, выбросила большое количество белка. Этот белок попал в мышцы, мышцы перестают двигаться. Через какой-то промежуток времени, как говорит профессор Савельев, там через 3-6 месяцев, полностью происходит восстановление связей в головном мозгу, а проблемы с мышцами так и остаются. То есть головной мозг посылает импульс о том, чтобы мышца сократилась, а мышца физически не может сократиться. Вероника она мне посоветовала, говорит, у нас есть знакомый, говорит, он на моих глазах вылечил тоже девочку, у нее тоже были большие проблемы с ножками, она бегает, прыгает. И, естественно, когда я услышала такие золотые слова, я сразу говорю, Вероника, пожалуйста. Я звонила раз 20 в этот день, ждала, пока она мне созвонится с другими родителями и даст этот номер телефона. Я хотела пробовать все и всех. И тут к нам пришел Николай Борисович, сделал свою процедуру.
Вот, он посмотрел наши диагнозы всех, но он не придал этому всему значения. Он как бы говорит, все, говорит, то, что диагноз это диагнозами, кладите ребеночка на стол, будем делать. Говорит, я должен его прочувствовать. У нас Богдан постоянно был как вот натянут, как струна, у него все вот руки, вот ножки, они были постоянно в таком в жутком напряжении. Если раньше изначально вот до процедуры Николая Борисовича я ему одевала футболку, вот мне такое ощущение, когда я ему выпрямляла ручку, чтобы просунуть в этот рукавчик, я ему как будто больно делала, но у него настолько было вот так вот все натянуто, напряжено. У него руки, ноги, у него как все вот жесткое такое было. Вот. И я ему боль причиняла от того, что я вот отдергиваю вот эти ручки от его любимого положения. Вот. А после первой процедуры Богдан вот у нас стал мягкий. Я вот за первый раз, за все время я почувствовала его вес на себе. Он на меня, вот когда мы сделали процедуру, он на меня вот так вот облокотился. Ну, я его на ручки взяла, и он был тяжелый, мягенький. И я поняла, что это что-то новое чувство, которое я раньше не испытывала. Разница процедур, она видима. Она видима. И те, кто тоже вот люди работают как бы, с другими массажистами, и проработав с Николаем Борисовичем, он будет видеть разницу того, что делает Николай Борисович. Это уникально. Когда произошел выброс гормонов для того, чтобы устранить причину, которая связана с тем, что произошло когда-то внутриутробно с головным мозгом, то избыток гормонов попадает в мышцу, и мышца становится отечная. А мышца отечная, то есть она не может полностью растянуться. Если мышца не может полностью растянуться, то и возникает вот этот вот как бы симптом детского церебрального паралича, когда не двигаются или ручка и ножка с одной стороны, или ручки, или ножки, или ручки-ножки. То есть тот тетрапарез, который есть. То есть я из своей практики исхожу, что если я освобождаю мышцу от отека, то мышцы начинают свободно удлиняться, а головной мозг, он постоянно посылает импульс о том, чтобы мышца удлинилась. Она физически может удлиниться. Из-за этого и происходит восстановление движения в ручках, ножках, в спинке, в межреберной мышце, то есть получается дыхание свободное. А когда все начинает функционировать, то есть все мышцы начинают полностью удлиняться и полностью сокращаться, то ребенок начинает видеть мир совсем по-другому. Когда появились первые признаки, что Богданчик стал свободнее держаться, то есть я его взял на ручки, и вот представьте, это где-то было месяцев около 11, когда мы с ним проходили по комнате, вдруг он первый раз увидел картинки, которые были на обоих. То есть это было такое удивление, он так стал следить за этими картинками. То есть до этого при его вот этом состоянии он не видел вот этих мелких деталей, которые есть. Хотя на глаза операция прошла достаточно успешно. Пошло умственное развитие. Никакого отставания в умственном развитии не существует, если только мы начинаем восстанавливать двигательную функцию. И мы стали заниматься. Мы стали заниматься не ежедневно, 3 раза в неделю. 3 раза в неделю, как вот прям вот мы никуда не ездили, никакие отпуски, никуда не отдыхать. Мы начали упорно идти к своей цели. У нас была такая вот прям настоящая реабилитация. 3 раза в неделю мы с мужем вдвоем. У меня муж освобождался от работы, от всех своих занятий. Я как бы сидела дома с детьми. И мы 3 раза в неделю мы делали вот такую настоящую процедуру. И уже после полмесяца работы у нас ребенок начал переворачиваться. Всего лишь у нас с Богданом было чудо. У нас после каждой процедуры были свои какие-то изменения. И я их видела. Они были маленькие, они были большие, но они были всегда. У нас ни одной процедуры не проходила без изменений. Потом, пройдя еще некоторое время, Богдашка начал потихонечку присаживаться. Но опять это все было потихонечку. Не раз он и сел, а сначала там за опору 2 ручек. Потом потихонечку за одну ручку он себе подставлял. Потом потихонечку мы сели. Вот где-то в декабре начали делать процедуры. В декабре вот. А летом он уже пошел. Ой, какой Богдан, иди. Каждая процедура – это шаг вперед. То есть любая процедура, это видно после процедуры, что ребенок это не значит, что он что-то схватил. Он просто стал вдруг мягче. Сегодня мелочь, завтра мелочь, послезавтра мелочь, а потом получается уже достаточно большой результат. Богдан вот все делал, его как бы сжимали, раскладывали в букву ЗЮ. Все мышцы прорабатывали до такой степени, что мы с мужем, мы держали его за руки, за ноги, как бы нашего ребеночка. Потому что как бы Николай Борисович направляет, рассказывает, что надо делать. Как бы, и после вот этих всех
процедур у нас с мужем болело все тело, потому что оно вроде бы так кажется вот со стороны на видео, что вот как бы вот просто берут, держат там. Нет, в действительности все не так. Ну, у нас с мужем вот руки, ноги тряслись от того, что вот мы держали, фиксировали ребенка, но фиксировать надо обязательно. Иначе, если не будет правильной фиксации, то не будет никакого результата. Чем раньше начинать восстанавливать детей с детским церебральным параличом, тем быстрее возникают результаты. Конечно, если мы начнем в 9 месяцев восстанавливать ребенка с тетрапорезом, то есть вот как вот было у Богдана, то есть там и ручки, и ножки было, то это достаточно длительный промежуток нужно. Если же мы будем восстанавливать ребенка, если просто были бы 2 ручки или 2 ножки, то, конечно, результат был бы быстрее, чем при тетрапорезе, потому что количество мышц, которые поражены вот этим отеком, да, они как бы становятся меньше. То есть, соответственно, и время, которое мы тратим, мы больше тратим на небольшую группу мышц, чем когда мы время распределяем на большой промежуток. Вот точно сказать, когда восстанавливается ребенок, сразу нельзя. Это можно сказать только тогда в динамике. Я считаю, что это могут восстановить своих детей родители. Для этого нужно пройти, как бы у меня обучение, то есть не просто я по скайпу вот вам сказал, что вот, да, вот у вас такие-то мышцы, не такие-то. Нет, не так. Нужно приехать ко мне, чтобы я потрогал эти мышцы, взял вашу руку, положил, показал, вот они, эти мышцы, вы сами эти мышцы почувствуете. После этого уже я вашими же руками начинаю их как бы с ними работать, и тогда уже вы можете сами восстанавливать своих детей. Восстановить можно любого ребенка или любого человека. Это моя точка зрения. Просто количество процедур разное. Это может быть несколько месяцев, может быть несколько лет, но это несколько лет это при очень тяжелом форме тетрапореза. Сейчас сюда чуть-чуть как ко мне. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Но Николай Борисович, он уже не первого ребенка восстанавливает, для него это уже как бы, а для нас это чудо, и я настолько вот благодарна вообще, Николаю Борисовичу я безумно благодарна. Богдан восстановлен, Богдан здоровый, хороший мальчик. Вы видели, как он все бегает. Это, конечно, большая победа. Большая победа моя, большая победа родителей, большая победа самого Богдана. Конечно, всем было тяжело. И когда встречаю таких вот тяжелых людей, детей с ДЦП, я хочу обратиться к вам, что есть методы, есть они. Не слушайте никого, только себя. Все зависит от вас. Не отчаивайтесь никогда и ни в чем. Какая бы тяжелая ситуация ни была, если вы захотите, не отчаивайтесь. Всегда найдется возможность и метод, который восстановит ваших детей или вашего ребенка. И вот результат на ваших глазах. Ребенок бегает, прыгает, мама счастлива, мама счастлива, папа счастлив, все счастливы, и вообще как будто это не с нами все было.